Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Какая же девушка из вашего сна, из ваших мечтаний появится в вашей жизни? Давайте-ка посмотрим. Как всегда, настраивайтесь на расклад для энергообмена, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и смотрим. Насколько будет резонировать с вами этот расклад? Ваш ли это расклад? Вот знаете, я бы хотела сразу же вам сказать, что вы человек вот сейчас вот как будто бы одиночка, да, вот одиночка по натуре, вы, наверное, уже привыкли к такому состоянию. Да, у вас была пара, сейчас у вас пары нет. Смотрите, вы довольно такой развитый человек. Вы следите за собой, ухаживаете, да, может быть, даже вам нравится вот сам процесс ухаживания. Я не говорю, что вы там себе масочки для лица делаете, нет. Ну, то есть вы такой очень опрятный, очень чистоплотный. У вас, я думаю, даже на полочках все четко стоит, каждая вещь лежит на своем месте, да, либо же стоит на своем месте. Вы такой человек, может быть, даже в чем-то, вот вы еще полуночник, да, почему-то мне идет такая информация. Либо же вы поздно ложитесь спать, либо же у вас какие-то вот ваши рабочие моменты, да, вот вы можете решать среди ночи, да, какими-то делами, может быть, кто-то бизнесом занимается до позднего вечера, кто-то еще какие-то дела, кто-то, может быть, просто книжки читает до ночи, да, у каждого свои предпочтения, ну, то есть... Я не могу сказать, что вы такая вот ранняя пташка, вы будете до поздней ночи сидеть, особенно, знаете, вот еще может так проигрываться, что вам не очень-то хочется и спать, да, у кого-то это стресс, кто-то вообще тяжело засыпает, ну, то есть такой вот вы полуночник своего рода. Я не могу сказать также, что у вас много друзей, вот у вас вроде бы есть круг общения, да, но как-то вот очень близкие, это, ну, единицы, может быть, 1-2, да, человека. Вы не будете распыляться, рассказывать всем подряд о своей жизни. Вы очень так осторожно делитесь какой-то своей личной, может быть, интимной даже информацией. Также у вас, я могу сказать, бывали такие периоды, может быть, искушения. Кто-то это было искушением, ну, как бы за рюмкой чая посидеть, да, я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. Но вы, в общем-то, либо же отвергли это все, даже если было искушение, может быть, вам друзья предлагали, да, все чаще посиди, там проблемы уйдут, расслабься или еще что-то. Но были такие моменты, но вы стойко их выдержали, вы не поддались на все эти искушения, в том числе разными жидкостями, да, и женщинами тем более. Вот как-то были, возможно, у некоторых из вас могут проигрываться ситуации, когда пытались женщины, может быть, там как-то подкатить к вам, да, с недвузначными намеками. Но вам не до этого. Вот как-то на вот эти все соблазны, да, такие не очень хорошие, вы не пошли. Так, давайте-ка посмотрим, что же будет дальше в вашей личной жизни, да, потому что сейчас я не вижу пока возле вас женщины для личных отношений. Вот я бы сказала почему-то, знаете, что у вас в личной жизни как будто вот хаос, непонятка, неразбериха, да, вот вы сами не знаете, как оно будет дальше, найдете вы кого-то или нет. Ну, то есть, знаете, такое состояние выбора у некоторых из вас может также проигрываться. Может быть, даже нравится какая-то женщина, либо 2, у кого-то, может, и 3 женщины, которым вы симпатизируете, но вы как-то не можете выбрать, вы присматриваетесь, да, вот как-то так очень осторожно подходите к этому моменту. Ну, то есть... У вас подвисла ваша личная жизнь, хаос и неразбериха, да, у кого-то ее вообще нет, еще раз повторяю, да, у кого-то вы не можете сделать выбор, определиться, потому что, ну, женщин вроде бы и полно вокруг, но как-то по душе
Я не могу сказать, что есть женщина, ну, которая прям совсем по душе вам будет. Вроде бы и симпатичная, да, но что-то не то, ну, как-то душа не лежит, либо же не очень лежит душа. Так, что будет дальше? Смотрим. Смотрите, еще вот момент, да, немного отступления. Может у некоторых из вас еще проиграться повышение по карьерной лестнице, либо же повышение вот зарплаты, да, вот должности. Ну, где-то что-то вот вас повысят. Это так маленькая ложка меда вам, да, потому что пока что я, в общем-то, особо ничего такого позитива не увидела в вашей жизни, вот, ну, на данный момент. А вот она и вышла, ваша прекрасная красавица, ваша женщина мечты. У кого-то она пришла из ваших грез, у кого-то эта женщина, знаете, вот у некоторых из вас может проигрываться реальная ситуация из ваших снов. Может быть, был такой период, когда не одну ночь даже вам снилась какая-то женщина. Вроде бы она и незнакомка, но вот она приходила, может, не раз даже в снах к вам. Либо же это женщины, но похожего типажа, да? То есть все, что у вас есть в подсознании, оно как бы ночью выходит в ваши сны, да? Вот вам нравится, допустим, какой-то определенный типаж женщин. Кто-то любит блондинок, кто-то брюнеток, кто-то еще, ну, то есть какие-то качества характера, может быть, я не знаю, там параметры, внешность и так далее. То есть у каждого свои предпочтения, да, вот на вкус и цвет товарищей нет. То есть вы это все думаете, обдумываете, а потом оно в снах у вас как бы реализуется, ваши мечты. И вот смотрите, в вашей жизни появится эта женщина, именно вот она очень похожа на эту вашу женщину или из снов, или из ваших мечтаний. Вот именно, знаете, она похожа не только внешностью, но и фигурой. Она будет похожа вот даже как-то вот чертами характера, что ли. Но поначалу как-то вот вы будете сомневаться, стоит ли с ней общаться или нет. Причем почему-то вот проигрывается такая ситуация, что вы подумаете, она уж слишком красивая, во-первых, вам покажется, да, слишком такой ухоженной, да, вот на первый взгляд она вам покажется, знаете, как будто она не вашего статуса, не вашего круга общения, ну, как будто она вот выше вас. И поэтому у вас закрадется такая вот немножечко, знаете, вот ложка сомнения, что ли. Хотя она очень сильно вам понравится, вот внешне поначалу она очень вам понравится, да. Но вот какое-то вот у вас есть по жизни, да, такое вот, знаете, мнение, что женщины манипуляторши. Вот вы так считаете, что эта женщина, раз она красивая, ухоженная, значит, она дорогая. Вы считаете также, что если женщина красивая, значит, ее могут легко увести. Красивая женщина – это чужая женщина, да, но вот как-то вот такие вот приблизительно мысли, и поначалу вот вы будете как-то вот сомневаться, хотя она очень сильно вам понравится. Но знаете, эта женщина абсолютно не охотница ни за деньгами. У нее, в общем-то, налажена жизнь. Я вам скажу, даже может быть и в реальности проиграться, что она выше вас по статусу. Она может быть даже какой-то начальницей. Я не говорю, что она там начальница какого-то завода, фабрики. Ну, может быть, начальник какого-то отдела, да, ну, то есть, может быть, у нее свой какой-то магазинчик есть, ну, то есть, но она не бедная. Давайте-ка посмотрим, что будет дальше. И, кстати, вот эта женщина идет именно вам для серьезных отношений. Для семейных даже, я бы сказала, отношений. У нас десятка кубков выпала, да, это, как правило, любовь, гармония, семья, это такая суперская очень карта. Но я вам скажу, еще может проигрываться то, что вы поначалу вот из-за вот этих своих каких-то страхов, опасений вы можете вообще сидеть и бездействовать. Да, вот вы как-то познакомитесь, но вы не будете вот атаковать, вы не будете вот брать быка за рога, как говорят.
а знаете, какая-то то ли выжидательная позиция будет. Вот пообщаетесь какой-то период с ней. Может быть, посмотрите, как она поведет себя, будет ли она вам звонить, может интересоваться, может быть, с вами что-то случилось, а может быть, ты заболел, да, может тебе чем-то помочь. Но вот какая-то ситуация бездействия вот у вас будет проигрываться. То ли это страх, может быть, да, то ли у кого-то это могут быть комплексы именно вот перед красивыми женщинами. Я уже неоднократно об этом говорила в своих видео, что многие мужчины почему-то побаиваются, ну так с опаской относятся к красивым женщинам. Вот. Поэтому смотрим дальше, что же будет дальше. Уже тавтология немного у меня получилась. Дальше, да. Так, смотрим. Вот да, вот посмотрите, вот первое время снова-таки показывает, вот почему-то, ну, очень и очень вы насторожитесь, вы будете сами себе мозг выносить вот этими негативными мыслями к ней, да, хотя она абсолютно этого не заслуживает. Вы будете постоянно сомневаться, опасаться. Но еще раз говорю, это в начале. Даже некоторые из вас еще могут с друзьями своими обсуждать, да, вот эту ситуацию, в чем-то советоваться. Может быть, это друзья, коллеги, да, ну, то есть родственники, ну, близкие вам люди, с которыми вы можете поделиться какими-то вот потайными своей души. То есть вот очень четко проигрывается, что вам и хочется, и колется, да, это женщина, которая реально такая вот вам была свыше дана, какую вы хотели, какую вы намечтали, да, вот какая именно в ваших снах к вам, может быть, приходила периодически, или даже один раз, может быть, пришла. Вот знаете, бывает такое состояние, думаю, у многих из вас тоже такое было, когда снится какой-то вроде бы даже незнакомый человек, да, особенно вот когда снится, ну, свободным, одиноким людям. И тут вдруг снится, да, что у тебя есть пара, ты еще не знаешь этого человека, да, ну, допустим, вот женщину в данный момент. Но во сне настолько вам хорошо, комфортно, что как будто вот вы наяву чувствуете вот это тепло, вот эту любовь, как вам ну просто шикарно рядом находиться, да, и вы потом просыпаетесь и с таким сожалением, что, боже, ну это же был сон, да, вот такой кайф, так классно было во сне с этой женщиной, да. У женщин понятно, что с мужчинами наоборот. Ну, то есть, вот этот период опасения, он проходящий, да, но он будет некоторый период. У кого-то больше, у кого-то меньше, да. Смотрим, что же будет дальше все-таки. Вот если вас одолевать будут опасения, вот ее именно ухоженность, какая-то статусность, красота вас насторожит, напряжет. Вы все равно вот проявитесь к ней, вот вы не выдержите. Вы как-то вот отсомневаетесь какой-то период, но все равно вас будет тянуть, потому что она вам реально в душу западет, эта женщина. Вы будете, да, вот сидеть, как-то обмозговывать это, обдумывать какой-то период, но надолго вашего терпения не хватит в разлуке с ней быть, потому что ну уж очень сильно она западет в вашу душу. Давайте-ка посмотрим, какие же будут отношения у вас. Уточним сейчас, какие же будут отношения. Посмотрите, отношения просто шикарные. Причем, смотрите, знаете, вот вы будете в таком состоянии, что ради нее будете готовы просто мчаться и в дождь, и в снег, и в гололед. Настолько вот как-то у вас закружится этот роман, да, эти отношения, что вас уже ну ничем не спугнешь. Вы как-то вот, причем очень резко, да, вот что-то такое между вами произойдет, у каждого это будет по-своему, да, потому что это общий расклад, мы все помним. У каждого абсолютно другая ситуация, будет своя ситуация проигрываться. Но что-то между вами произойдет, как будто, вот вы знаете, проснетесь и взглянете другими глазами на нее, и реально вот будете готовы на все ради этой женщины. И мчаться, и быть с ней, и помогать, и заботиться, да, вот, ну, то есть это настолько вот классные, комфортные такие отношения будут, которые вот именно вот спасут вас после того, как вам было плохо какой-то период. Вот у нас четко выпало, что вам было очень плохо какой-то период, да. Но эта женщина, вот она
привнесет в вашу жизнь именно ту радость, то спокойствие, какую-то уравновешенность, да. У вас было состояние тотального одиночества до встречи с этой женщиной. У кого-то сейчас, может быть, еще продолжается. Поэтому, ребята, не переживаем. Если кто-то из вас не надеется, да, на встречу с другой женщиной, а как правило, ну, мужчины, если были какие-то психотравмы, да, у которых израненная душа, когда вот состояние душа болит, а сердце плачет, то реально тяжело потом как-то вот переключиться на другие отношения, реально тяжело как-то вот довериться другой женщине, открыть свою душу. И даже не переживайте, что вы, может быть, ну не сразу можете влюбиться. Это нормально. Это абсолютно нормально, потому что ну, мы же с вами не роботы, мы не можем переключиться, да, с одного объекта сразу же на другой. Ну, в данном случае субъект, да, женщина. Это нормально, когда у вас есть какая-то пауза между отношениями, и выражение клин клином вышибать абсолютно не работает. Я думаю, некоторые из вас уже это прошли, проверили на себе. Вот если вы, ну это, как всегда, ваши любимые такие психологические советы я вам даю, да. Может быть, кто-то не слышал. Если вы, допустим, из одних отношений сразу бросаетесь в другие, вот хочется забыться, да, вы думаете, что с помощью другой женщины, с помощью отношений с другой женщиной вы сможете позабыть свою бывшую, то это большое заблуждение. И прежде всего заблуждение в том, что вы сможете построить вот сразу же новые отношения гармоничные. Да, можно построить легкие такие, чисто провести время, но я думаю, это не то, что вам нужно. Хотя, конечно, у каждого свои предпочтения. Но вот эта женщина, которая выступает вот в роли клина, да, так называемого, женщина, с помощью которой вам хотелось бы забыться, да, забыть бывшую, она ведь по сути станет несчастной, потому что, вот, допустим, с вами познакомилась женщина, но она ведь еще до конца не знает, что у вас творится в душе. Она ведь не знает, что вы все еще, может быть, любите и страдаете за бывшей. Она надеется на какие-то отношения. Она, может быть, мысленно уже замуж за вас вышла. Знаете, вот, ну, есть шутки по поводу этого всего, что уже мужчина прислал женщине смайлик, а она уже мысленно вышла замуж за него и родила детей. То есть у нас, у женщин, очень бурно развита фантазия. Мы очень быстро фантазируем, то есть мы такое себе придумываем, что мужчина еще даже не считает, что уже отношения начались. А партнерша вот уже думает, вот, все, у меня уже любовь-морковь, у меня уже стабильные отношения. Ну, то есть в этом мы абсолютно разные. То есть, смотрите, я к чему веду, да, что вот если вы разошлись, допустим, с партнершей одной, переждите какой-то период, да, вот у кого-то сейчас длится период, кто-то, может быть, давно разошелся и уже чувствует, что готов к новым отношениям. Обязательно должна быть пауза, период паузы. У каждого это будет своя пауза. У кого-то длинная, у кого-то короткая. Да? Это зависит и от того, насколько были чувства к человеку или нет. Зависит от характера, от какой-то вот мобильности внутренней, от способности переносить все вот эти тяготы жизни, да. Если вы чувствуете, что вы готовы, да, пожалуйста, смело можете вступать в другие отношения, смело можете как-то вот знакомиться, общаться с другими женщинами, тогда будет все хорошо. Но если вы не успели закончить одни отношения сразу же, чтобы забыться и отвлечься, вступаете в другие, ну не будет толку. Вы и сами не будете счастливы, и сделаете несчастной просто другую женщину. Поэтому, ну, толку, ну, никакого не будет. И, ну, как правило, это не помогает забыть бывшую, потому что вот все равно идет какое-то, знаете, вот внутреннее сравнение, подсознательное, либо сознательное. Вы все равно какой-то период, особенно вот острый период, первый период,
Вы будете сравнивать бывшую со своей новой избранницей. И не всегда это сравнение может быть в пользу новой, понимаете? То есть, ну, ничего хорошего из таких вот новых скоропалительных, да, отношений не будет. Вот выждите, мой вам совет. А то, что у вас будет новая женщина, это абсолютно гарантированно, да. Просто у кого-то раньше она появится, у кого-то позже, но точной даты, к сожалению, на Таро не пишется. А то, что будет женщина вот именно такая, как вы хотели, такая, как вы себе намечтали, да, вот именно как будто Вселенная подсмотрела за вами и прислала вам такую женщину, именно какую вы хотели, которая приходила в ваших грезах, снах. И вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И всем пока!